что, стоит наша родненькая в гараже. Тут у нас, как всегда, порядок сказочный. Подлезть к ней не очень удобно. Она еще, у нее что-то набросано было нами перед отъездом с Мишей. Ничего не видно, но я сейчас поставлю позаряжать до утра аккумулятор на ней, поскольку она стояла незаведенная все лето. И уйду. А завтра уже ее можно будет заводить и пользоваться. Я думаю, что варианты завести ее от прибора этого пускового, конечно, есть, но мне кажется, будет неправильно. Сегодня, в принципе, неплохая погода. Сверху ничего не сыпет, хотя обещали. Погода выскакивает в информер в телефоне, то сегодня снегопад будет. Ну, в принципе, еще не вечер. Вот. Так вот, видите, кое-где снежок лежит. Люди тепло одеты, заметно тепло, потому что я вот иду сейчас по Хаяке и не могу сказать, что прям сильно упарился. Под ногами скользковато, блин. Неприятно ходить. Подаем, подмерз чуть-чуть. Как озерцо маленькое. Эти пожарные водоемы, они здесь. Два их. Один здесь, другой вон там напротив. Чуть побольше. На них постоянно утки гнездятся. Он зарастает ряской, они постоянно его кушают ее. Ну вот такая вот у нас погода, такая у нас атмосфера, как говорится. Все деревья голенькие стоят. Если в лес пойдешь, в принципе, там можно найти хвойных. Сейчас много стоит. Там и кедры у нас есть в лесу. И сосны, и елки. Все есть. Вот, а так вот парк. В нашем парке всегда вот так вот. Так вот. Не то чтобы грязно, но не так, чтобы прям сильно чисто. Считается, что пока что нормальная погода. В принципе, да, под ногами сильно воды нету, то бывают такие лужи, что просто сплошняком не обойдешь, как грязный, как свинка. Ну что, пришел я в гараж. Вот тут машинка наша стояла, завелась ласточка, стоит вот. Проверил я маслица, колеса все проверил. Но сейчас буду менять их на зимние все, стоят летние у меня. Вот. И будет у меня место всего лишь вот то, что вот вы видите. Вот здесь я полностью до потолка все заложу. И переднее сиденье, поскольку я поеду без пассажира. Не сиденье, а вот возможно, что под ноги сюда вот что-то набросаю. А сиденье тут нельзя сильно забивать, потому что не будет видно в боковое окно, зеркало и так далее. Вот, собственно говоря, все, что у меня есть для... Вот это место для, так сказать, для укладки, размещения багажа. Вот эту полку можно ниже опустить. Сейчас я ее буду открывать. Там лежит у меня домкрат и прочая вся бодяга, запаска. Можно опустить ниже, чуть-чуть добавится еще объем багажника. Сейчас еще раз я когда все позанимаюсь колесами, сниму вам, что получилось. В принципе, все, гараж надо закрывать. Гараж надо закрывать опять и заниматься теперь колесами. Ежегодное мероприятие. Снимаю. Какие колеса снимаю, какие ставлю. Сзади стоит Nordman. У меня сейчас летняя Nordman. Передние у меня стоят Sava. Ставлю все Savы. Все Sava будет стоять у меня, кроме одного колеса. Вот здесь будет стоять Nordman. У меня вот этот купленный по случаю от безысходности Nordman расшипованный. Он был с шипами, все шипы повылетали. Но он тоже, это зимняя резина. Хоть и расшипованная, но она зимняя. Вот. И ее поставлю, посмотрю, может что-то получше, какую-нибудь бэушную тоже найду за нормальные деньги. Может поменяюсь на другую, хотя это должна доехать вроде бы. Ту-ту-ту. В общем, такая история.
У меня останется зимние. Зимние все будут Савы, кроме заднего правого. А летние стоят задние Нордманы, передние Савы. Все, это я так снимаю каждый раз, когда меняю колеса. Ну что, работу я закончил. В гараже там немножко порядок навел, закрыл уже его. Здесь вот в багажнике бардак. Вот я переставил полку. Вот здесь теперь разный уровень, там повыше, здесь пониже. Вот здесь, ну, больше вещей влезает, вот там на 20 сантиметров вверх. Вот этот мешок в помойку, этот мешок домой, там красочку подмазать. Тут что по кругу валяется, это все как-то надо будет тоже уживать со всеми остальными вещами. Это вот бумажка лежит, то что вот странная, подогнутая. Она подсыхает, мы ее клеим на заднее стекло, оно у нас не тонированное. И на солнце нагревается детям, когда мы едем, ну и опять же через него все видно. А я когда клею вот это стекло скотчем туда вот назад, то, ну, не привлекает внимания. Бумага какая-то приклеена, ну и ладно. Как-то так. Все, я поехал, пару дел у меня есть. У меня остались из не сделанных, проверять надо все фонари перед выездом обязательно. Проверяют, потому что на пограничных пунктах. Потом, что еще? У меня осталось не сделанное зарядное. Вот это надо вернуть соседу. Я у него брал вчера в ночь заряжать. И задние тормозные колодки я купил перед поездкой и не установил. Назад надо установить. Я сам начал устанавливать. Не получилось, потому что на задних... В общем, когда тормозные колодки устанавливаешь, нужно специализированное оборудование. У меня его нет. Так что надо будет заехать, потратить денежки, установить их. Ну и заодно я попрошу, чтобы посмотрели, что там еще снизу, как там дела. Автомобиль требует какого-нибудь еще дополнительного вложения, денег, участия. Вот. Поэтому фонари я буду все проверять перед поездкой. Сейчас можно тоже повключать дополнительное освещение. Туманки светятся внизу. Верхние все светятся, стопаки светились все, когда я в гараже. Заехал в храм. Ну, всех процедур я знать не знаю. Так, как говорится, как смог. Зашел ненадолго. Поехал по своим делам дальше. Мы, как говорится, праведники, но стараемся посещать храм по возможности. У меня еще где-то в море давно еще смыло крестик. Но у меня так часто бывает, почему-то несколько раз уже было. Поэтому крестик себе новый купил. Там цена вопроса 200 рублей, кажется. Ну, в общем, с Богом. Поехали дальше. На всякий случай глянул, сколько аккумулятора стоит. Ну, где-то вот 4000 стоит. Bosch, хотя дорогой, вот Bosch. Мотул турецкий 5900. Мне варто стоит. В общем, примерно так. Заехал, оформил грин-карту. Но там быстро, ничего интересного. На машину, чтобы выехать в Украину и в Турцию, нужно обязательно оформлять грин-карту. И заехал в Леруа Мерлен. Там пупырку нам надо купить, чтобы завернуть вещи. Ну и так по мелочи, там какие-то кое-какие позиции тоже выскочили, которые надо. Прикуплю тоже. Вернее, посмотрю, если они недорого будут стоить. Пойду в Леруа, сейчас быстренько пробегусь. Короче, по делам сегодня поездил я по важным. Но осталось важное дело не сделанное. Это тормозные диски придется менять. У меня давно это, так сказать, сидело в голове, что надо этим заняться. Но вот как неудобно прямо перед дорогой это произошло. Вот. И у меня колодки, я думал, поменяю. Ну, до этого прикидывал, так подсчитывал. Но одними колодками дело не обойдется. Завтра придется менять и колодки, и тормозные диски. Это все стоит денег, времени тоже. А мне надо сегодня загрузиться, и завтра сразу после этих установок колодок надо мне выезжать в направлении парома. Так что завтра я с утреца буду догружать машину. После того, как я догружу,
колодки, ой, да, диски с колодками, со всей историей. А потом сразу после этого выезжаем в направлении парома. В принципе, у меня почти все готово. Сейчас приду дома, еще оплачу, как она называется, страховку от ковида в территории Украины. Требуется при въезде в эту страну. Ну, окей. Оформляется на сайте, стоит вроде небольших денег. Новые веяния, новые расходы. Так что так. Я сейчас еду домой. Оля говорит, давай тогда сегодня будем максимально все складывать, а завтра тогда уже поедешь просто чиниться и все. Ну окей, всем пока. Я еду, не знаю, интересно особо ничего смотреть, я думаю, хотя хотите, переключу вам. Ну, такой еще не пробка, но едем не спеша. Время 2 часа дня, я вешу, чинят машину, меняют диски, один вот поменяли слева, правый пока еще в работе. Так, снимаю на всякий случай, чтобы не забыть 194.041 на моем спидометре в машине. Я сейчас выехал с сервиса, все, машину поставили новые тормозные диски, новые тормозные колодки, все прям блестит. Провозились они где-то час с небольшим, час 20, вот так, наверное. Вот, в принципе, все, я сейчас еду загружаться, там последние... Связываюсь с Олей и, собственно говоря, могу выезжать в направлении уже Турции, ну, Украины пока. Так что так. Ну что, привет всем. У меня добрый вечер. Сейчас 20:19. У меня полная машина вещей. Я не показывал, как все это складывал. В принципе, все легко влезло. Осталось немножко даже места. Ну, мало что куплю, хотя ничего не собирался. Вот. Поэтому еду не спеша, скорость превышать однозначно не собираюсь. Еду сейчас вот 90 строго. Этот радар-детектор снимает. Вернее, сколько у меня радар-детектор заболтался. Не радар-детектор, а круиз-контроль. Круиз-контроль меня ведет 90 км в час. Даже 82. Вот. И где-то в полночь примерно у меня ночевка будет в Брянске. Где-то там под Брянском. Рядом с Брянском какой-то населенный пункт. Вот, пригород Брянска. После чего я уже поеду в сторону границы. Вот. Границу уже завтра по светлому планирую переезжать. Я думал сперва стараться проехать ее до пересменки в 8 часов утра, но, видимо, придется переезжать чуть позже, потому что до пересменки надо сильно рано выезжать, торопиться туда-сюда. А у меня запас времени большой. У меня все, как говорится, заранее просчитано запасом, поэтому я не думаю, что надо это делать. Поэтому все, у меня с собой продукты есть, то, что покушать. Там что-то переодеться, переобуться я тоже принес. Оля думала, что все это не влезет. И она, когда я позвонил, ей сказал, что у меня все влезает. Она даже не знала, что мне еще добавить, чтобы такого положить в машину, чтобы не пустым же ехать. Поэтому там кое-какие детали, вещи там наспех я докладывал, так сказать. Вот. Ну, я еду один. Вот. Дорога здесь, я еду уже по Киевскому шоссе. Она ведет сейчас через Наро-Фоминск, Калугу, в Брянск. То есть я вот по этой дороге так и поеду дальше. Она потом перед самой границей немножко вильнет так вправо, так сказать. Но все это дорога направления Киева, направление украинской границы. Или украинской. Вот. Так что так. Ладно, не буду отвлекаться на
разговоры, потому что здесь камеры всякие разные снимают. Скоростной режим проверяют, так сказать. Бак у меня полный. Километраж я себе снял, сколько буду ехать. Короче, вперед. В общем, еду. Кто ездил по российским дорогам ночью, в дождливую погоду, знает, что насколько это интересно. Нифига ничего не видно. Дворники постоянно мотают, постоянно поливаешь, постоянно что-то потеть начинает, встречные слепят. Как-то так вот едешь себе едешь. Но здесь еще туда-сюда, здесь две полосы в одну сторону, две в другую. Вот. Бывает еще хуже, полоса туда, полоса обратно, ты вообще никуда деться не можешь. И так вот едешь не спеша. Ну, у меня круиз меня ведет, мои 90 он держит, я только подруливаю. Так что так, ну при желании могу обогнаться, могу сбросить. Как-то так. Навигатор говорит, что я проехал всего 49,5 километров. Примерно так и и есть. Вот такие бывают светлые какие-то площадочки, заправка или что-то, а потом опять темнота. Видите, так все расплывчато. Так и водителя примерно перед глазами. Не лучше, я вам скажу. Заправки хотя бы сейчас много заправок появилось. Я помню, раньше от заправки люди тянули. С собой канистру обязательно возили. А сейчас заправок полны-полно. Ладно, что-нибудь будет интересное, хоть поснимаю. А тут, правда, что-то как-то для вас, зрителей, грустно. Ничего интересного не показываю. Но здесь еще помните, что это Московская область. Здесь еще дорога благоустроенная, достаточно ровная. Поэтому две полосы, одна туда, одна обратно. Так и еду. Всем пока-пока, еще увидимся. Эх, наверное, не успел снять я. Огромный такой светящийся баннер над дорогой. Вас приветствует благословенная Калужская земля. До Калужской области ехал я, короче, порядка 50 километров. Сейчас еду по Калужской области, дороги примерно такие же. Ну, это трасса федерального значения, М3, Украина она называется, в сторону Украины. В принципе, ничего вроде бы. Тут смотрим, что дальше. Сейчас проезжал город Балабаново в Калужской области. Стоял знак музей мусора Муму. И стрелочка такая, там налево кто-то показывает. Прикольно. Раз такой музей есть, я не знал. Посещать, честно говоря, неохота, но вот теперь знаю. Город Балабаново, Калужской области. Я заехал в славный город Обнинск. Я тут второй раз. Как-то мы один раз сюда приезжали. Вот, к нашим соседям на дачу. Ну, по трассе ничего особенного. Все, так сказать, цивилизация находится в стороне. Поэтому спеша, торжественно ползем 60 по трассе. Как разрешат, туда добавим. Я проехал 72 километра. Мне еще ехать километров, наверное, 300. Вот. Так что пока так. Проехал знак начала платного пути. Он мне дорогой, 170 рублей. Он один всего на участке до украинской границы, российско-украинской границы. Вот. И знак стоял еще то, что до Брянска 250 километров, до Киева 730. И тут так вот светло еще. Едем. В принципе, дорога хорошая. Тут вот не забываю это делать. Дорога хорошая. Тут вот. Машин очень немного. Вот. Я думаю, что по сухому, по лету тут надо еще веселее ехать. О, 110 разрешено ехать. Добавляем на круиз-контроле. Так что едем дальше. Еду по куску платной дороги. Если честно, я прям завидую, кто вот в этом направлении живет. Шикарная дорога. Вот прям сказать хорошая.
прям оскорбить эту дорогу. На мой взгляд, она лучше, чем мы вот в Питер ездили. И с точки зрения освещенности и покрытия у нее отличное. И то, что здесь машин мало, мне очень нравится. Вот я еду, никого нету. Сейчас обогнал грузовик, и все, передо мной никого нет. И сзади никто меня не догоняет. И навстречу тоже 2 полосы у меня, 2 навстречу. Прям шикарно. Я понимаю, дорога платная, это стоит денег, но за такую дорогу можно заплатить. А когда просто на такую же неровную дорогу поставили знак «платной» стала она, вот это, конечно, не очень понятно. Но дорога отличная. Прям я завидую брянским или кто в Брянске живет. Не знаю, сколько она еще продлится. Я отъехал от дома 132 километра. Вот, мне еще ехать, навигатор говорит, километров, наверное, 230 мне будет еще ехать. Ну, если она вся такая же будет, то можно и дальше ехать. Прям замечательно дорога. Ту-ту-ту. Будем здоровы. Вот он, второй пункт оплаты. Походу, больше оплаты не будет. Первый раз меня 70 взяли, второй раз взяли 100. Транспондером, не останавливаясь ни на секунду. 2 звуковых сигнала и еду дальше. Отлично. Вот самое, что классное на этой платной дороге, все время 110. Все время 110. Я не превышаю даже этой разрешенной скорости, еду 110, 111. И все равно, заметно веселее движешься, чем обычно стандартные 90. Вот. Кстати, здесь какая-то интересная. Все полосы были только под транспондеры. Не было полос под наличные. Но, видимо, такие вот бывают места. Еду дальше. В общем, два пункта взимания платы. Первый раз мне 70 списали с транспондера, второй раз 100 рублей. Продолжаю ехать. Дождя нет сейчас. Сейчас какая-то изморозь из-под колес вылетает, видимо. В общем-то, остальном... Вот целых 3 машины я обогнал, это прям надо записать. А то обычно едешь, вообще никого нет. Мне это напоминает Румынию, если не ошибаюсь. Мы так ехали. Ночь, где-то, наверное, час ночи примерно был у нас на часах. И вообще ни одной машины нету. Встречные были, а вот по попутном направлении ни одной машины не было. И прям едешь, аж засыпаешь. Прям очень тяжело было. А сейчас весело. Освещенность тоже хорошая. И румын еще сделано так, что встречные тебя вообще не слепят. Ни одна машина, ни большая, ни маленькая, тебе в фарме не достает. А здесь бывает нет-нет, так достанет. Ну, в общем-то, ничего. Ехать можно нормально все. Едем дальше. Платная дорога закончилась, фонари тоже, 2 полосы тоже, полоса туда, полоса обратно. В общем, все как в Тамбов, когда едешь. Сперва по М4 весело, светло, машин больше, чем здесь. Вот. А потом 2 полосы туда, полоса туда, полоса обратно. И здесь вот то же самое. Но машин больше не стало, как вы видите. Ни в попутном направлении, ни навстречу. Так что едем, не спешим, внимательно. Светлый участок, ничего себе. Руднево написано. В Брянской области такие вот участочки попадаются на дороге. Кстати, дорога очень хорошая в том смысле, что очень мало запретов обгонов. Почти все время можно обгоняться. Все время дорога прямая, из-за этого еще возможно. И очень много гаишников. Такие вот освещенные места обычно сопровождаются госавтоинспекцией. Сейчас не было, хорошо. Темнота. Это Брянская область, Сухиничи, короче, будем проезжать где-то с краю. Проехал я уже 300 километров. Дорога вот такая вот сейчас идет, пустынная достаточно. Сейчас через дорогу перебежали 2 лисы. Прям парочка, такие пушистенькие, рыженькие, как в книжках их рисуют. Ну, естественно, не яркие, потому что лиса, она такая
Мы ее в книжках, конечно, видели, но все видели и шапки из лисы, и воротники из лисы. Бежали по своим делам. Машин немного, видите, вот даже еду, и никого навстречу нету, и никто меня не догоняет, и я никого не догоняю. Ну, эта дорога неплохая. Вот встречная. Прям даже это радостно в душе, что встречная проезжает. У меня навигатор еще говорит, что ехать мне 61 километр. Вот, даже меньше, чем я ожидал. Что-то я думал, что мне больше нарисует. Вот, скоро будет Брянск. Это уже до места у меня вот километраж показывает. В Брянске у меня ночевка, а потом я не сильно с утра встану, поеду в направлении границы. Я, наверное, поеду уже после пересменки. 8 часов граница пересменка. Я пойду после этого времени. Вот. Ну ладно, так, чтобы светло было, что-то показать можно было. Может, там